Представляю вашему вниманию заслуженного гуру в сфере брендинга, нейроисследований, маркетинга Николаса Каро. На вопрос, который вас волновал больше всего, и ваших подписчиков, ваших зрителей, ваших слушателей, чудовищный терминологический хаос. Что такое целевая аудитория, в конце концов, если уж о ней мы сегодня будем говорить? Целевая аудитория – это наиболее желанный для компании сегмент рынка. Простите меня, потому что не эмоционировать, когда речь идет об определении целевой аудитории, а зачастую в нашей стране это просто игнорирует, и это приносит убытки. Поэтому не волноваться мне было никак невозможно. На самом деле, Николас, очень интересная, и большое спасибо за встречу. Думаю, она будет интересна не только действующим предпринимателям, но и тем, кто сейчас на пути начала своего дела, разработки продукта. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию заслуженного гуру в сфере брендинга, нейроисследований, маркетинга Николаса Каро. Николас? Ну что ж, спасибо большое, Илона. Я сразу почувствовал себя седовласым. Хорошо, что по моей прическе это заметно. Ну что ж, мы с вами договорились, что будем говорить о целевой аудитории, верно? Да. И буквально до записи вы буквально засыпали меня очередностью вопросов. Я согласен придерживаться их. И, вероятнее всего, нужно, прежде чем ответить на вопрос, который вас волновал больше всего, и ваших подписчиков, ваших зрителей, ваших слушателей, какие же вопросы должен задать в первую очередь себе тот человек, который или которая планирует выпустить на рынок товар или услугу, какие же вопросы они должны задать себе, причем вы почему-то всегда говорили в единственном числе, какой важный вопрос должны задать себе по целевой аудитории, чтобы определить ее. Но дело в том, что невозможно ограничиться одним вопросом. И это не попытка уйти от ответа, а действительно, потому что для начала нужно понять, что целевая аудитория – это не то, что в голове у владельца бизнеса, который зачастую считает, что мой вкус, мои представления о рынке, мои представления о характере покупок, они разделяются всеми на рынке. Но послушайте, это действительно не так. И вы правы, что нужно сначала по определению целевой аудитории задать себе не один, а несколько вопросов. Но прежде всего давайте разберемся и договоримся о терминах, потому что в нашей стране чудовищный терминологический хаос. Что такое целевая аудитория, в конце концов, если уж о ней мы сегодня будем говорить? Да, это заимствованное слово, это перевод. И хотя звучит уже сейчас понятно и очевидно для всех людей бизнеса, что такое целевая аудитория, все-таки, давайте будем честны, это от английского target group, или дословно target audience. Ну что это? Есть академическое определение. Уж простите меня за занудство, оно очень быстренько пролетит, что целевая аудитория – это выделенная компанией-актором действия совокупности потенциальных или фактических покупателей, потребителей, как угодно назовите их. И вот эта выделенная совокупность маркетингового воздействия, объединенная общими демографическими характеристиками, культурными вкусами и предпочтениями, характером принятия решений о покупке, на которую рассчитывает создатель товара или услуг. Давайте упростим. То есть можно сказать попросту, что целевая аудитория – это наиболее желанный для компании сегмент рынка, под который уже и выстраивается маркетинговая стратегия этой компании, создаются планы, реализуется тактика воздействия на покупателя, потребителя, рынок. Но я ведь не раз повторил, что ни один вопрос, и если вы думали, что этот вопрос связан с тем, что же такое академическое определение целевая аудитория, то вы явно польстили мне, потому что не в академизме дело, а в четкости определения. А вот что касается вопросов, как определить, кто ваша целевая аудитория, вопросов несколько. Именно потому, чтобы разобраться, кто она, целевая аудитория придуманного мной товара или услуги. В первую очередь, это пол, мужчины или женщины. Мы понимаем, что это
разновкусие, разные ситуации потребления. Ну, конечно же, и возраст. Потому что допубертатники, ожидающие гормонального бума, это одна потребительская, а уже покупательская аудитория. Архиважная ошибка, с которой многие считают работу с детскими товарами, что дети – это только потребители. А покупатели их мамы, бабушки, дедушки, тети, дяди, соседи, коллеги и так далее по работе, родители. Нет. С 6,5 лет мы сейчас считаем, что ребенок становится покупателем. У него есть достаточная сумма, особенно в мегаполисах, карманных денег, которые он тратит по своему усмотрению. Он уже является покупателем. Неизвестно, что будет через 10 лет, потому что 10 лет назад мы считали, что вообще о покупателе, о ребенке можно говорить только с 9,5 лет. Революционные изменения произошли. Поэтому возраст необходим. Одно дело покупки пенсионера, другое дело покупки молодого человека, либо зрелого мужчины, зрелой женщины. Следующее – это образование. И это не какой-то пафосный снобистский подход. Ах, у меня есть образование, значит, все остальные... Ничего подобного. Образование точно так же влияет на восприятие вашего товара или услуги, покупки. Поймет ли он, что вы говорите ему в слогане? Ведь уровень языкознания, он разнится и зачастую тоже зависит от образования человека. В конце концов, образование человека дает ему вместе с дипломом, с корочкой, не только ощущение «уф, отмучился», а еще и определенный опыт, навык, социальную ступеньку, положение, свой лексикон. И так что образование, естественно, влияет. И образование важный маркер, буквально на 3-е место, не ниже, нужно ставить образование нашей целевой аудитории. Но, конечно же, 4-е – это уровень дохода. Я объясню, почему. Вы знаете, вот вступление здорово, потому что сейчас при, вот, допустим, постановке задач нам, как рекрутинговому агентству, часто упускается критерий там, образования, как-то это нивелируется. То есть, например, не обязательно, да, считают, что нужно... Уровень-то дохода у вас вообще на первом месте со стороны тех, кто наниматели. Но так или иначе, уж условно, по степени первичности выделения вопросов, которые мы должны себе задать, пытаясь ответить на вопрос, кто наша целевая аудитория, но все-таки уровень дохода архиважен. Я пытаюсь объяснить, почему это важно. Мы должны с вами принять, что вы хотите пускать, товар или услугу. Он может быть очень хорошим, его могут хорошо покупать, или бренд. Это разные вещи. Потому что бренд – это готовность не просто платить потребителям, а переплачивать, совершенно осознанно переплачивать за товар или услугу, который идентифицируется в его голове даже по одному из маркеров целый психологический образ. А один из маркеров – это может быть name, слоган, цвет, да все что угодно, в конце концов, из чего мы формируем товар или бренд. Но дело в том, что за бренд готовы переплачивать, глядя в бренд как в зеркало гиперэго. То есть бренд отвечает на вопрос не сколько о товаре, сколько о самоидентификации человека через этот товар. Поднимется ли мой социальный статус в глазах окружающих, если я приобщусь к этому товару? Ну, вы же понимаете. Именно поэтому название продукта из портновской марочки, которая крылась где-то под полой, сейчас на груди, на левом или правом полупопе, везде прямо она видна, чтобы впереди кричать: идет человек, который купил бренд, у него есть на это деньги. Это самоидентификация человека. Поднимется ли мой социальный статус, комфортно ли мне будет, поднимусь ли я в своих собственных глазах по социальной иерархии, приобщившись к тому иному товару и услугу, именуемым брендом. Но бренд может существовать, и это объясняет, почему так долго я отвечал по уровню дохода. Бренд может существовать только в middle-сегменте и в премиум-сегменте, а не в эконом. То есть в экономе мы можем использовать бренд-технологии, продвигая товар, марку и услугу, но в эконом-сегменте, уж простите за вульгарис, денежек нет для того, чтобы купить желание. Желание есть, а денег нет. Поэтому расовый фактор там давлеет.
и влияет в первую очередь на покупательскую способность человека. А в middle сегменте, в премиум сегменте мы можем выбирать продукты даже по повышенной цене, по сверхзавышенной цене, в соответствии с данными своего кошелька. У нас есть излишки денег, поэтому уровень дохода архиважно определить, когда мы говорим о целевой аудитории. Ну и, наконец, если уж мы сказали пол, возраст, образование, уровень дохода, конечно же, социальный и семейный статус. Когда мы говорим о социальном статусе, мы должны понимать, что есть вещи, услуги, продукты, которые покупают, чтобы люди их видели, но при этом поддерживать социальный статус. А есть вещи, которые меня никто не видит, я буду тусить, я у себя дома закрылся, на отдыхе, на даче, на пляже, и причем так, чтобы это еще и в соцсети не попало, потому что это изменит мой социальный статус. А семейный, ну, уж простите за цинизм, но отвечу так. Если ты один добытчик в доме, я говорю о целевой аудитории, то твоя денежка, твой доход четко делится на 3 части, еще 2 едоками, требующими себе такого же комфортного состояния. Ну, это, условно говоря, если взять 4 человек, ну, по нашей конституции это обязательно он и она, ну и дитё любого пола. Кстати говоря, то, что я так изящно, тактично, казалось бы, политкорректно сказал, сославшись на нашу Конституцию, мы должны понимать, что к социальной самоидентификации мы должны относить и уровень процента соотношения целевой аудитории сексуальной ориентации и конфессиональной ориентации. Потому что в мегаполисах, конечно же, доля активных покупателей ЛГБТ, она значима, особенно что касается фэшн-бизнеса. Здесь маркер-френдли, не активной поддержки ЛГБТ, а маркер-френдли, он очень значим в мегаполисе, потому что будет так тактично и негласно, не нарушая наш закон, показывать, что это на пике моды. Также это касается, конечно, и сферы отдыха, сферы хорики, поэтому социальный семейный статус – архиважные маркеры. И сюда же мы включаем и конфессиональный аспект в социальную самоидентификацию. Мы понимаем, что у нас есть регионы в нашей стране, да как и во всем мире, в которых процентная доля влияния конфессионального культурологического фактора очень серьезно и очень заметно. Я вот просто вспоминаю, как, ну, буквально лет, наверное, 6-7 назад кто-то, видимо, получив доступ к баранине, хорошей баранине, решил расширить свою ассортиментную пельменную линейку и выпустил пельмени мусульманские, что, ну, тоже очень сомнительно с точки зрения нейминга, но при этом на этикетке упаковки нарисовал в соответствии с собственным представлением, видимо, о мусульманах, деву из «1001 ночи» полураздетую. Вы понимаете, что это привело к грандиозному скандалу, и быстренько пришлось этот продукт закрыть. Поэтому эти маркеры, когда мы говорим о социальной самоидентификации, а мы на 5-е место ставим, важны. Но есть еще 2. Здорово, что пример привели. Мы к ним проберем сейчас. Конечно же, это национальность и расовая принадлежность. Но о расовой принадлежности мы говорим, если выходим на мультикультурный рынок, на мировой рынок. А сейчас стартапы вполне, мы видим по опыту российского рынка, могут стать не просто мультикультурными, а международными. И здесь мы должны понимать, что особенно на фоне повышенной болезненной расовой самоидентификации в некоторых странах мира, которые многие относятся к ключевым экономикам мира, недооценивать этот фактор, быть осторожным в терминах, потому что дословный перевод с русского он очень опасен. Нужен адаптированный язык той страны, потому что можно нести оскорбление по расовому признаку. Вспомните, пару лет назад какой скандал разгорелся с выдающейся российской дизайнером, известной имеет во всем мире, которая готовилась к парижскому показу и просто в Твиттере написала, что она работает как, а дальше фактически хижина дяди Тома.
только в утрированном расовом контексте, который был просто поднят на штыки, попал во все новостные ленты, и чуть ли не обструкцией был подвергнут это дизайнер, наш соотечественный, прекрасная, талантливая, но неосторожная в публичных комментариях в отношении своего продукта, недооценив остроту восприятия расового вопроса среди своей целевой аудитории. Ну, национальность понятна, потому что этнос-фактор, он архиважен, потому что здесь есть и локальный патриотизм в отношении к региону, и поддержат его, либо наоборот напишут о том, что человек вообще ничего не понимает в нашем народе, в нашей национальности, еще пытается и сразу же обрушить просто-напросто этот продукт. Ну и, конечно же, последний, очень близок к седьмому, это география проживания. География проживания зачастую ошибочно воспринимает, что это национальность. Нет. География проживания – это локализация тебя, твоего производства, твоих ближних покупателей ближнего круга, в конце концов, и твоя целевая аудитория – город, село, мегаполис, район. Мне кажется, не стоит даже объяснять, как это важно, потому что даже по психотипам аудитория, целевая аудитория разнится в зависимости от компактного места проживания. Одно дело мегаполис со своими трендами, другое дело районный центр. И вот исходя из этих 8 вопросов: пол, возраст, образование, уровень дохода, социальный или семейный статус, туда же социальную самоидентификацию мы включаем, профессия, место работы, род деятельности мы совсем забыли, а вообще, ну точно 6-е место надо было поставить, потому что это влияет на характер покупок, профессии, место работы, род деятельности, национальность или расовая принадлежность, география проживания. Вот эти 8 пунктов, 8 вопросов, которые в первую очередь вы должны задать себе в отношении головного маркерного вопроса: кто моя целевая аудитория? И потом, ответив на них, задать еще уточняющие вопросы, в которых кроются точно так же ошибки в стартовых позициях. То есть, исходя из этих 8 ответов на 8 вопросов целевой аудитории, исходя из этого определить, что за продукт мы выпускаем, для кого он, как он будет называться в первую очередь, а уже потом, как он будет выглядеть, какое у него будет уникальное торговое приложение, то есть чем он будет, по сути, отличаться от бесконечного числа конкурентов, которые, может быть, такими же будут, где он будет продаваться и, наконец, как он будет продвигаться. И уж простите меня, это в нашем споре до еще начала нашей сегодняшней онлайн-встречи объясняет, почему не один вопрос человек должен задать в отношении целевой аудитории, а несколько вопросов, чтобы ответить на главный: кто моя целевая аудитория. Здорово, мне кажется, исчерпывающе. Давайте, наверное, еще тогда небольшое уточнение. Если начинающий предприниматель задумывается, кто его конкурент на рынке, как ему можно это понять, если, например, он выпускает там услугу или продукт? А вы знаете, на самом деле на этот вопрос ответить проще всего. Потому что, отвечая на вопрос, вот наши 8 основных вопросов и там 4 дополнительных, которые по сути своей уже выявляют, кто мой конкурент на рынке, потому что, отвечая на вопрос, кто моя аудитория, мы автоматически определяем, что они потребляют, потому что это тоже их портретика. А отвечая на вопрос, что они потребляют, мы видим свой конкурентный ряд, и тогда можем воспользоваться, если угодно, совершенно иными методиками. Абсолютно утилитарными, абсолютно прикладными. Но прежде всего они дадут нам, анализируя конкурентов, они дадут нам возможность понять, что те, кто считает, что целевая аудитория одна, те уже ошиблись. Потому что, изучая конкурентное потребление своей потенциальной целевой аудитории, мы понимаем, что, оказывается, пол, возраст, доход, все 8 пунктов, по которым мы прописали, показывают при изучении систем потребления, что целевая аудитория неоднородна, что внутри вот этого понятия целевая аудитория есть группочки, подгруппочки, которые будут интересоваться отдельными показателями товаров. Вот просто реальный пример. Есть понятие миллениалы.
когда-то оно было емкое, четкое, понятное, с психотипикой, все было ясно. Шли годы, миллениалы все еще есть, но среди них появилась группа хипстеров. А до хипстеров у нас были метросексуалы, а потом на смену метросексуалам нам пришла новая группа ламберсексуалы, которые ввели моду такой цивилизованно-мужиковатый облик вместо рафинированного метросексуализма. То есть, условно говоря, чем крупнее бизнес, чем крупнее ваш замах на рынок, тем больше будет таких сегментов. И нужно просто-напросто не просто выделить, а оценить их еще кошелек. То есть они способны, вы выделили хорошо, а они способны будут сделать ваш бизнес выгодным, если мы сконцентрируемся только на одной. Может быть, нам проанализировать свой собственный товар и сделать его линейкой, которая направлена в каждой подгруппе, на каждую подгруппу своей целевой аудитории. Да, причем самое интересное, внутри может быть то же самое, что и в рядочке нашего ассортимента, но другой язык подачи, другое оформление подачи, возможно, поднейм, лексика, потому что потребитель выбирает то, что ему понятно. Потребитель выбирает своего продавца, говорящего с ним на одной языке, и смотрится, как мы уже сказали, как в зеркало гиперэго. Не только в социальном плане, но и желает все-таки видеть себя улучшенного, а не ухудшенного. Себя, говорящего на моем языке, а не на языке, скажем так, моего руководителя, которого я тихо ненавижу, условно говоря, если мы говорим о молодом карьеристе. Конечно же, есть много путей, есть много вариаций, но анализируя своих конкурентов, которые тоже продают для вашей целевой аудитории, мы точно так же используем такую дифференциацию, как демографически, и смотрим, насколько емкой, географически, экономически, но и психографически. А ведь психография – это черты характера, образ жизни, основные ценности, которые они должны найти в твоем продукте или услуге, чтобы понять, что он мой. Ну, конечно же, есть ли какие-то методики, но самое, наверное, популярное, массовое, это метод 5Y или метод 5V, называют его по-разному. Это уже зависит от того, английский у вас базовый или немецкий базовый. Но это как правильно сказать, BMW или BMW? На американском рынке, на американском рынке BMW. Но даже на английском BMW, хотя это не V, немецкая двойная, как Warner Brothers, а именно что Ла-Манш, ну что такое? Ну, внутренний канал Европы, в конце концов. Поэтому в лексике зачастую и англичане, добрая половина покупателей, называют уважительно по-немецки BMW. То есть баварские рабочие заводы моторические, механические. Но что такое вот этот пресловутый 5В? Он очень простой. Вот я просто, если позволите, так в штрихах его опишу, но это как раз ответ на ваш вопрос. Как конкурентов-то определять? Как их выделять? Шерингтон придумал давным-давно этот метод, он очень популярен. А называется он 5В, потому что с этой буквы начинается 5 вопросов. What, why, when, where, who. Ну, все-таки тоже с W начинается у нас. Но вот, что продаем, то есть тип продукта, who, кто купит, это портретика, и в основном психопортретика здесь. Why, почему купит, а это уже мотивация покупки. Вы же понимаете, что иногда тот, кто на стартапе выпускает этот продукт, говорит, ну почему меня не покупают? Вот у них же хуже, у этих, у меня же лучше, но покупают у них, потому что вы не донесли, значит, понятным, очевидным маркером, главенствующим показателем и соответствующим языком для потребителя, что вы лучше. Ну, по закону Российской Федерации, вообще-то рекламе, нельзя говорить, я лучше, чем тот. Вас за это очень сурово накажут рублем, да причем так, что дешевле будет закрыться, чем штраф заплатить. Но
мотивируя покупку, мы все равно себя рекламируем, показываем лучше. Значит, вы не донесли. Значит, вы не проанализировали рынок или вы просто повторили за кем-то. Ну, потому что не удосужились узнать, кто как продает, каким способом, как мотивирует. А вторичность никого не интересует на рынке. Анализировать конкурентов важно именно для того, чтобы мы стали уникальным, чтобы не повторяться. Ну, when, когда купит, это условие для покупки, это уже знание рынка, конечно же, ну, потому что зазывать всех пойти на дискотеку во время пандемии мог только самоубийца. Мы знаем, самоубийцы в бизнесе, конечно. Ну и где купит, это место приобретения. И мы увидим, что многие опережают вас и лучше вас продают только потому, что они нашли канал сбыта, который этой целевой аудитории наиболее удобен и выгоден. Поэтому, анализируя по методам 5В конкурентов, поанализируйте и себя. Либо, анализируя себя по методу 5В, вы анализируете и конкурентов. Но это то, что называется способ, который подходит, когда вы уже фактически все о себе знаете. Как называется, что называется. Вторым, безусловно, перед тем, как уже последний рывок делать, все, я подготовил, и по методу 5В прогнал и конкурентов, и себя. Я вроде бы готов, знаю, чем отличается целевая аудитория от моих собственных представлений как владельца бизнеса, а зачастую это именно так. Да. И по полу, и по возрасту, и по доходу, и по психотипу зачастую отличаются. Поэтому важно понять, лично вам, в конце концов, ваш продукт и услуга может не нравиться. Не нравится. Да. Но переделывать под собственный вкус, это значит, вы обязываете самого себя и своих близких друзей, которые так же, как вы, смотрят на мир, а их может быть маленькая кучка, выкупать всю вашу продукцию. Потому что всем остальным покупателям нет никакого дела до ваших личных пристрастий как владельца бизнеса, до ваших личных представлений, что есть хорошо, что есть плохо, что есть красиво, что есть некрасиво, потому что у целевой аудитории зачастую диаметрально противоположные представления о вкусе, о статусе, о красоте, о выгоде и так далее до бесконечности. Поэтому, знаете что, свод-анализ, каким бы он ни был, как вам покажется, покрытым пылью инструментом, он вам очень нужен. По одной простой причине, что в этих простейших 4 группах основное будет риски, с которыми вы выходите на рынок. Ну да, сильные и слабые стороны. Конечно. Сильные и слабые стороны продукта. А ведь что такое сильные и слабые своего продукта, который вы подвергли анализу? Это не как вы его видите с точки зрения производства. Это тоже очень важный момент. А еще и с точки зрения ваших потенциальных покупателей и конкурентного окружения собственного продукта. Поэтому дополнительный конкурентный анализ вам придется делать уже под градусом сильных и слабых сторон своего продукта, сильных и слабых сторон конкурентного окружения, которое в этой ценовой нише, который в этой локальной зоне, который может быть только в этом городе, в этом анклаве, либо на эту целевую аудиторию направлен. Но, конечно же, мне, честно говоря, больше всего нравится не очень известный в нашей стране принцип 4-осевого картирования. А на самом деле он раз в 10 быстрее, чем свод-анализ. Его, на самом деле, если задать цели, на него минуты 3 уйдет, по большому счету, чтобы конкурентов распределить по нишам, а заодно и себя. Вы знаете, как это просто делается? Взяли лист бумаги, вот он, с наш экранчик, разделили его на осевую вертикальную, которая идет вверх, и осевую горизонтальную, которая идет в сторону. А далее все очень просто. Мы делаем продукт, допустим, по вертикали, а хотите по горизонтали. Я по вертикали. Продукт наверху рационально дифференцируется, внизу продукт рационально не дифференцируется. Слева, от чего у нас это горизонтальное, продукт эмоционально не дифференцируется, а точнее все-таки это уже к бренду относится, и
на пике горизонтальном продукт эмоционально дифференцируется. Вот с помощью простого разнесения по кусочкам да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, в зависимости от рацио или эмоций, а у нас всюду получится да, нет, нет, да, нет, да, нет, мы должны распределить конкурентов и себя поставить на место. В отношении это бренд или банальная, но добротная, может быть, торговая марка. Но самое главное, нужно запомнить и понять, что бренд и эмоционально, и рационально дифференцируется всегда. Причем зачастую это зависит от УТП, от позиционирования, которое мы применяем в отношении нашего продукта или услуги, достучаться ли они до целевой аудитории или не достучаться. Но вот в вопросе эмоционально, в нише эмоционально дифференцируется продукт. Чаще всего это рекламное проявление, визуальное проявление. Либо рационально дифференцируется продукт. Это никогда не цена. Это чаще всего УТП с акцентом на рацио. Но УТП чаще всего, я открою вам тайну, это миф. Потому что УТП чаще всего это то, что есть у всех, но мы первые об этом сказали. Либо креатура поднебесная, ну как-то, допустим, умный клей. И мы все считаем, что умный клей – это не эмоция, это рацио для потребителя. Рационально доказать, что этот клей умнее всех. Мы понимаем, что у клея нет интеллекта. Ну, как, впрочем, наверное, и ума у покупателей, которые уже столько лет покупают умный клей. Но вы понимаете, но покупателю удобнее купить не клей для бумажных обоев, клей для цементной стены, клей для отштукатуренной стенки и винила. А проще купить умный клей, который, оказывается, сам определит в своем составе нужные вещества и выделит одну поверхность, другую поверхность. Но вы понимаете, что так действует любой универсальный клей? Но универсальный клей уже есть, а умного клея нет. Либо вспомнить, дела давно минувших дней, но я считаю, что, конечно, группа Faberlic сняла сливки с рынка много лет, когда вдруг запустила на российский перенасыщенный кремами рынок кислородную косметику. Вау! Кислород, это же хорошо, это же мы им дышим, мы живем за счет кислорода. И при этом все забыли, поддавшись эмоциональному воздействию и восприняв эту эмоциональную систему воздействия за рациональное, что крем, больше всего в креме вы же знаете чего? H2O, воды. И если в H2O формулу запихнуть еще одно О, получится то, что кожу нашу до костей растворит. Точно так же, как, если вспомнить школьный учебник химии, то мы вспомним о том, что вообще-то главный враг всего, как главный окислитель, включая нашу кожу, это кислород. Но ощущение того, что моя кожа дышит, сколько лет продавая кислородную косметику, пока конкуренты, я так понимаю, предполагаю, что в складчину не сбросились на исследование и жалобу и написали о том, что сколько можно. После этого Faberlic изменил концептно не самый удачный кислородный с аддитивным канальцем, потому что уж слишком он заумный. Но так или иначе мы помним это до сих пор. Понимаете, что опасность еще на четырехслойном картине, точнее единственное и самое главное, заключается, когда мы наш продукт увидим в нише, где продукт только эмоционально дифференцируется потребителем, допустим, вспоминая рекламу, а рационально вообще никак не дифференцируется. Вот это и есть подсадка на рекламную иглу, как на наркотик. Есть реклама, есть продажи, есть идентификация, нет, через 2 недели забыли. Забыли, как называется этот продукт. И какой это любимый сад или фруктовый сад. Поскольку рациональной дифференциации нет, и идет подсадка на рекламную иглу двух, в общем-то, вкусово неидентифицируемых и рационально неидентифицируемых садов. Но в конце концов появились конкуренты, сады Придонья, которые в рацио первые, правда их потом отклонировали, первые внесли о том, что мы
вот такое количество яблок вот в этом саду срываем, давим и вам разливаем. Ну, словом, мы должны понимать о том, что вот это четырехосевое картирование, оно за 3 минуты даст возможность вам бренд от торговой марки отличить. И помните, если вдруг продукт только рацио дифференцируется, а эмоционально не дифференцируется, это не бренд. Это хорошая торговая марка, которой добавьте эмоции, мостика к психологии, психологического мостика к контакту потребителя, и вы перейдете в группу бренда. Ну, а если уж продукт и эмоционально не дифференцируется, и рационально не дифференцируется, это не значит, что это плохой продукт, как кто-то мог подумать. Это зона дженериков. Ну, переведу на простой, понятный, очевидный потребительский язык. Это зона Ее Величества колбасы докторской. Мы все знаем колбасу докторскую, мы знаем ее вкус, иногда тайком покупаем, потому что хочется, но нам по большому счету, если нет нашего бренда колбасного, который мы любим, мы колбасу докторскую возьмем у любого другого. Ну, я, конечно, утрирую, но так или иначе. Вот это четырехосевое картирование поможет вам, ваших конкурентов, расположить в зоне это бренд или торговая марка. А зная, что такое бренд, чем отличается от торговой марки, мы совершенно спокойны. Мы совершенно несложно сможем проанализировать наших конкурентов. Просто исчерпывающе. Николас, какие частые подводные камни встречаются при проведении исследования собственными силами? Например, если это, опять-таки, начинающий предприниматель, и он как-то сам анализирует рынок перед запуском своего продукта. Я благодарен за то, что вы акцентировали наше внимание на этом вопросе. Хотя мы его уже чуть коснулись, но вы правы, нужно выделить. Самое первое, самое главное, самая катастрофическая ошибка – это самоидентификация владельца со своей целевой аудиторией. Берите, покупайте, я лучше вас знаю. Нет, не будут. Я вполне допускаю, что вы лучше знаете, как владелец бизнеса, что вкуснее, что красивее, что статуснее, но целевая аудитория может этого не знать. Для них это чужеродно. Они антагонисты вам. Классовую борьбу никто не отменял, поверьте. Как бы не модна была доктрина Маркса и Энгельса, классовую борьбу никто не отменял. Если вы выпустите продукт для всех, вы провалитесь. Если вы не сделаете четко, аккуратненько классовую дифференциацию, вы провалитесь, потому что никогда премиум-сегмент не будет покупать то, что вы выпускаете заодно под тем же названием, в том же виде для эконом-сегмента. Не будут, потому что это снижает их социальную самоидентификацию. Эконом-сегмент зачастую не будет покупать, вопрос тут уже не цены, то, что покупает премиум-сегмент, потому что есть действительно классовая дифференциация. Те жиру бесятся, а я-то знаю, что добротно и переплачивать за какие-то там присадочки я вовсе и не буду. Middle-сегмент наиболее, скажем так, с одной стороны, группа, сегмент, конгломерат покупателей по доходному признаку выделяемый, то есть порядка 30% семейного совокупного дохода на еду тратится. Это такой грубый маркер middle-сегмента в нашей стране. Не используйте, пожалуйста, традиционные американские методики по профессиональной дифференциации. Потому что те профессии, которые в Америке устойчиво в middle-сегменте находятся, у нас зачастую в эконом, еле-еле, чуть ли не в эконом сваливаются, возьмите хотя бы школьных учителей. Поэтому первый вопрос, первая проблема и первая ошибка главенствующая – это попытка самоидентифицировать себя со всей покупательской аудиторией. Вторая проблема, она уж какая-то схоластическая, потому что не выяснив, кто ваша целевая аудитория, вы провалитесь. Не задав вопрос, кто партнер нашей целевой аудитории, вы ничего не продадите. Это как пальцем в небо. Или пушкой по воробьям, если у вас уже заложены масштабные рекламные бюджеты, шарахнули, а вдруг кто-нибудь сам найдется? Да не найдется и не купит.
Либо попали вот сюда и вот сюда, либо не попали. Рация и эмоции. А если уж попали и туда, и сюда, тогда претендуете на бренд. Бренд требует уникальности, отличия от всех остальных, то есть УТП. Это третья проблема, с которой зачастую, только через год, через два выжившие стартаперы сталкиваются о том, что, боже мой, оказывается, нам было не просто сказать, мы создали суперский продукт, а сформировать его уникальность, которая выделяет среди кого? Конкурентов на полке. И да, зачастую нужно анализировать своих конкурентов, потому что многие считают, ой, да это и так все знают. Если не подняли на флаг это знание, значит никто не знает. Если подняли на флаг это знание, то вы усилите впадание. Допустим, дикая конкуренция, особенно на московском рынке, среди строительных компаний. Я имею в виду компании, которые занимаются серьезным, масштабным жилищным строительством. Есть такая очень важная группа компаний, без которой ни один дом, ни один завод, ни один мегамол ничего не построится, которая называется просто и понятно для всех – генподрядчик. И для B2B, и для B2C аудитории. И генподрядчиков десятки, и они придумали красивые названия, какие-то уникальные, технократичные. Кто-то реально разрабатывал какие-то супер дроновские анализы дома с рентген-просветкой, с 4, 5D, 6D моделированием, то есть вау! Но фактически они создавали образ компании, которая пользуется, бабах, названием технологии. То есть они повышали опыт компании, но не саму компанию, повышали привлекательность компании, но не статус компании, потому что фактически опирались на другой продукт и товар услуга. И тут нашлась одна компания, которая называлась очень просто ФОДД, которая просто сделала ребрендинг на четкое понимание уникальности и потребностей в этом рынке. И они стали называться ФОДД, генподрядчик. И оказалось, господи, до тех пор, пока не написали ФОДД генподрядчик, все искали других генподрядчиков. А тут, когда ФОДД генподрядчик, вы бесплатно подскочили во всех Яндекс и Google, потому что вы тупо так называетесь, генподрядчик. Естественно, что название даже опережает платные ресурсы, продвигающие что-то, потому что вы автоматически сами себя продвигаете. А с другой стороны, понятно, что в голове каждого, кто вновь выходит на рынок, либо кто давно на рынке был, четко появилось: генподрядчик. Мы ищем генподрядчика, вот вам генподрядчик. Почему? А потому что ФОДД – это генподрядчик. Вот такое название. Поэтому, говоря о том, что УТП зачастую это либо абсолютный креатив псевдорациональный, который на эмоции бьет, такое легендирование креативное, либо это то, что есть у всех, но вы первые об этом успеете сказать. Вот следующий, последний момент, который зачастую не дает хорошего старта, заключается в абсолютном неверии, что собственными силами можно сделать, провести первичный, очень важный, базовый, пусть черновой, сегментацию рынка, анализ целевой аудитории. Многие считают, что это очень дорого, обойдусь без этого как-нибудь сам. Во-первых, далеко не всегда дорого. Реально, далеко не всегда дорого. Второе. Зачастую уже готовые анализы рынков продают специальные интернет-магазины маркетинг-исследований, где от 5 до 40 тысяч можно взять анализ любой категории, любого вида продуктов, товаров. Просто посидите полчаса в интернете, посмотрите. Тем самым это, в общем-то, мостик. Я хочу сделать целевую аудиторию, я не заказываю в компании, чтобы они с нуля мне сделали, я найду то, что уже сделали, да, пускай у всех есть к этому доступ, но зато это будет дешевле, чем провести заказное исследование. Но всегда важно помнить, используя методики кабинетного анализа, по которым мы сегодня, чуть-чуть пробежались, я искренне надеюсь, что я донес возможность, а не только необходимость проведения этих исследований, самостоятельных. Мы с помощью компьютера
экрана, клавиатуры и любого поисковика отечественного корней создания, либо американских корней создания, я имею в виду Яндекс и Google, понятно, что мы сможем просто-напросто проанализировать. Что сделать еще самостоятельно можно? Ну, конечно, можно, в конце концов, сам ты можешь придумать слова, но прежде чем заплатить деньги и получить отказ патентного ведомства, ФИПС – это страшная сила в нашей стране, ну, может быть, просто в Google, Яндекс взять и проверить, есть это название или нет. Это тоже проверка, это тоже поиск. Зачем направлять и ждать отказа? Потому что если уж при поиске в Google или Яндекс ваше слово, которым хотите себя назвать, но при условии, что оно должно быть приятно потребителю и ассоциироваться рационально с этим продуктом. На самом деле, я только что вам сказал еще одну очень хорошую методику десятибалльное шкалирование. Все ваши слова, которые вы придумали, в одну колоночку. Следующая колонка – привлекательность, то есть тупо нравится слово или нет. С оценкой от 1 до 10. 10 выше только рай брендовый, 1 это только трэш дженериковый и ад. А вторая – соответствует ли это название конкретному продукту, там, хлебу, маникюру, грумингу, автомобилестроению, сайтостроению, брендоделанию, чего угодно. И на перекрестии понятно, что элементарную схемку создать от 1 до 10, и мы увидим, что все эти по совокупности колонки рации, колонки эмоций выше 4,8 можно использовать по совокупности показателей. А дальше уже как пойдет. Выбрали лидеров, а вдруг они заняты? Ну забейте, если у вас на страничке поисковой Google или Яндекс будет всего лишь одна строка, мол, мы не нашли такого вообще, может вы... Вот бегите к любому патентному поверенному. Опять же, там дикая конкуренция на рынке. Послушайте, а вы понимаете, что не обязательно, ну, если вы, допустим, в Москве или в Питере работаете, подавать московскому или питерскому патентному поверенному? Я представляю, как они сейчас меня ненавидеть будут. Ну, потому что расценки профессиональных патентоведов, допустим, в Екатеринбурге, ну, иногда в 4 раза дешевле, чем в Москве за аналогичную услугу. Да еще и быстрее, особенно по первичной проверке. Потому что заявки подаются не в очереди. В очередь это вы станете, потому что у вас нет лицензии патентного поверенного, и будете в очереди стоять в окошечко ФИПСа. А все это в свои окна, со своими кодами подается из любой географической точки страны. Из любой. Поэтому... Вот заодно еще одну методику. Тоже можно оптимизировать затраты. Показывает о том, что вы и компьютер – это тоже анализ конкурентов. И даже, может быть, ваша сестра, жена, племянник, любовница, я не знаю, там кто угодно, прекрасные дизайнеры, которые не просто красиво рисуют, а дизайнеры фуд-рынка, дизайнеры прод-рынка, услугового рынка, хорики рынка, какого угодно, пром-рынка, которые понимают, что этот дизайн должен понравиться целевой аудитории, они тому тебе денежку платят. Дело в том, чтобы дизайнеру нужно подавать не просто просьбу и деньги, а четкое ТЗ, в котором вы описываете, куда нельзя сваливаться, и приводите примеры присутствия на рынке. К чему нужно приблизиться, а приблизиться можно к любому фрагменту успешных графических даже УТП, потому что у дизайна, графики тоже есть УТП, которые можно подать как аналоговые, не для паразитарности маркетинговой, в хорошем смысле слова, то есть использование уже вспаханного поля восприятия, а не для плагиата. Это разные вещи. Но сделать это должны вы, а не дизайнер. Просто-напросто выбрав своих конкурентов и проанализировав. Очень просто. Ага, а вот эти исповедуют нишу исторического дизайна. Не буду туда лезть, их там так много. А вот эти державный стиль используют. Патриотический, державный, там, былинный. Хорошо, и туда не полезли, их много. А вот эти технократические. А никто не использует ныне популярный минималистический.
или крафтовый стиль никто не использует. Значит, мы дизайнерам даем задачу влезть в наименее конкурентную нишу при условии, что этот визуальный тренд занимает емкую позицию. Как мы об этом узнали? Проанализировав визуальные характеристики всех продуктов первичной потребительской корзины. То есть не только нашей полки конкурентов, но и того, что кладут в корзину наша целевая аудитория. Ну вот, пожалуй, так. Здорово. Например, после проведения уже исследования собственными силами, как можно предпринимателю убедиться, что он это сделал качественно? Перед тем, как он уже запустит этот продукт. Исповедующий способ задавать потребителям вопрос, при этом ни о чем не спрашивая их, потому что я верю в нейромаркетинговые технологии. И это еще один из мифов, который идет бог знает лет, о том, что нейромаркетинг я даже открывать не буду, потому что, я ничего в этом не понимаю, а б, это невероятно дорого. Ну да, так было лет 15-20 назад, наверное. Ну, так тогда и нейромаркетинговая аппаратура занимала самое компактное, ну, там, где-то комнату 3 на 3 метра. И считалось, вау, как компактно. А сейчас это все в крохотный кейс умещается, который куда угодно прилетит, доставит, и ничего глазам крепить не надо, потому что, когда я вижу некоторые, опять же, молодые компании, которые тоже врываются на нейромаркетинг, сельский рынок, о том, что и они говорят, вот мы крепим глазам, веки поднимаем. Боже мой, да это изба-пытарня. Это издевательство над респондентами. Да такое уже на помойках сельских уже лет 20 как валяется. Но где-то, видимо, подобрали и, пользуясь модное слово, тоже решили залезть на этот рынок. Конечно же, когда продукт готов, его обязательно нужно перепроверить. Перепроверить четко, не вообще на рынке, а на четко целевой аудитории, которая уже покупает ваши конкуренты. Проверить любым способом. Иногда это метод снежного кома, который, в общем-то, вам ничем не обойдется. То есть, друзья друзей, друзей друзья. При условии, что они соответствуют вашей целевой аудитории, и когда вы просите просто посмотреть и сказать, там, клево, не клево, нравится, не нравится, какой ужас или нет. То есть дайте обратную эмоциональную реакцию, в первую очередь просите. Потому что когда вы просите человека дать рационально взвешенную, купили бы вы такое и не купили. Да откуда человек знает, купил бы он, не купил? Это знает только его мозг. А для этого нужно нейромаркетинговые исследования проводить. Вслух человек вообще считает, хочет казаться круче, лучше, богаче. Респонденты врут, безбожно врут. А уж любимый в нашей стране совершенно бесполезный метод исследования фокус-группы, там уровень ситуативной лживости начинается от 30%. От 30%. Но ладно, мы же обещали спокойно не нервничать сегодня, поэтому не буду здесь критиковать любимые в нашей стране методы исследования рынка. Но поэтому метод снежного и сельского кома, но здесь почему я сказал про рацию, про эмоции? Если вы зададите вопрос, можно сказать, купили бы, не купили, даже можете выбросить все эти ответы, которые получите. А вот понравился или не понравился, зацепило, не зацепило, ваш или не ваш, человек даст эмоциональную оценку, а когда человек дает эмоциональную оценку, он до кучи еще рациональных доказательств будет подкреплять. Поэтому вы больше объем информации снимете. Ну, не скажу, что это самый валидный метод, но, по крайней мере, он некий успокоительный. Дальше, если вы договорились с этим, если вы знаете, где будете продавать, если вас там ждут, если вы там подкрепили договорами, они ждут только уже вашего продукта, знаете что? Зайдите к ним, ну, хотя бы на недельку пораньше, но на 5, на 3 дня хотя бы пораньше, до того, как вы уже все подпишете, что будете туда поставлять, и начнется счетчик ритейловский. Муляжи. Положите муляжи. Их сделать можно просто руками. Курсы кройки и шитья домашние помогут вам, потому что будут понимать, что от этого зависит финансовое будущее и благосостояние вашей семьи. Положите муляжи и договоритесь, что человек просто рядом встанет. И смотрите на полке, человек останавливается или нет, человек берет или нет. Если берет, ну сразу же
подойдите, извините, скажите, простите, нам очень приятно, что вы выбрали, мы только планируем этот продукт, поэтому там ничего нет, но спасибо вам большое. Либо спасибо вам большое, вот если оставите свой адрес за то, что вы нас заметили, мы через месяц придем, мы в этом магазине вам в этот день выдадим в подарок, приходите в магазин. Во-первых, понравится ритейлу, потому что вы автоматически в определенный срок заманиваете еще одного покупателя. Во-вторых, вы сформируете уже первого лояльного покупателя. То есть фактически уже за бесплатно начали рекламную кампанию проводить. Ну и, конечно, все, что я сейчас говорю, можно было бы вам кратко ответить одним предложением. Тестируйте себя. Тестируйте свой продукт, даже если вы на 100% уверены, уже на конечной целевой аудитории. Пострахуйте себя. Да. Николас, большое спасибо. Вроде, все, что мы планировали, да, мне кажется, обсудили. Наверное, не получилось у нас логичной, плавной, обстоятельной академической беседы, но уж простите меня, потому что не эмоционировать, когда речь идет об определении целевой аудитории, а зачастую в нашей стране это просто игнорируют, и это приносит убытки, поэтому не волноваться мне было никак невозможно. Спасибо вам огромное за то, что терпели меня. Спасибо. На самом деле, Николас, очень интересная, и большое спасибо за встречу. Думаю, она будет интересна не только действующим предпринимателям, но и тем, кто сейчас на пути начала своего дела, разработки продукта. И от себя хочу отметить, что, конечно же, когда мы встречаемся в гильдии маркетологов, я давно уже заметила, что вы не только эксперт в своей области, но и интереснейшая личность, потому что, когда вы обычно выступаете, все как-то завороженные слушают, и это, конечно, очень интересно. То есть такое Илона, дорогая, спасибо вам, но остановитесь, потому что еще шаг, и вы обвините меня в манипулировании сознанием, а это не так. Но спасибо огромное, я получил удовольствие, общаясь с вами. И в завершении хочу сказать, что летом в крупнейшем российском, авторитетнейшем российском издательстве «Дом Дашкова», «Дом Дашкова» многие издательский дом называют, выйдет очень важная книга для всех, кто говорит по-русски, кто делает бизнес в территории нашей страны. Эта книга называется «Маркетинг. Большой толковый словарь». Это не просто занудная книга. Это книга, которая позволит нам говорить на общем профессиональном языке, вкладывая смысл в термин тот, который должен быть. Во-вторых, это толковый словарь, это развернутая статья, рассказывающая в том числе структурирование о методах, которые там есть. И этот словарь, конечно же, мемориальный. Это словарь Александра Панкрухина, который для российских маркетологов, для российских бизнесменов станет в один ряд со словарем Даля, словарем Ожегова, и там же будет словарь Панкрухина, большой толковый словарь Александра Панкрухина «Маркетинг». Летом ждите, ищите, и нам с Илоной особенно приятно сказать, что это совместный труд, совместная работа членов гильдии маркетологов России. И выходит она при поддержке и под эгидой гильдии маркетологов в участие в написании более 500 страниц. Приняли участие представители не только самых лучших и крупнейших экономически направленных университетов нашей страны и институтов нашей страны, но и крупнейшие бизнесмены, крупнейшие маркетологи, лучшие специалисты нашей страны. Поэтому скоро лето. А это не только пляж и отдых, это все-таки еще работа. Потому что так устроен мозг бизнесмена. Мозг не отдыхает, разве что только ночью. Всем удачи, хорошего дня и спасибо огромное. Да, Николас, большое спасибо. Было очень приятно пообщаться. Прощаюсь, Илона. До свидания. Спасибо большое.